Начинаем. Погнали. Да. Меня зовут Кристина. У меня в гостях сегодня на канале Настя. Настя. Настя, какой у тебя канал? Называется Russian Language Family. Сегодня мы говорим об общении, об одиночестве, о знакомствах. Вот. И, возможно, еще лайфхаки какие-то, да? Настя, она приехала, во-первых, она из Архангельска. Да. Значит, она родилась в Архангельске, жила, да, и потом... 4 года назад. 4 года назад она приехала в Москву. Так. Да. И встал вопрос, где знакомиться, где искать новых людей, расширять свой круг общения, чтобы не было скучно, грустно и одиноко. Ну, что я скажу? Я скажу, что я в тот момент, конечно, я поступила в университет, у меня там были какие-то знакомые, но, наверное, мне этого не хватало. Плюс мне хотелось людей извне. Я искала просто постоянно разные мероприятия. Я ходила на бесплатный английский, он назывался Friday Point, по-моему, он был по пятницам, и я, кстати, там познакомилась даже с несколькими людьми. Я познакомилась там с небольшой компанией, с которой мы впоследствии несколько месяцев, каждую неделю, кстати, я сейчас вспомнила, ходили куда-то вместе, там, может быть, вечером на вино в пятницу или кальянную. Вино да кальянные. Полезный, здоровый образ жизни. Английский это не обязательно только английский. Да, конечно, любой. В Москве даже есть бесплатные курсы корейского языка, на которые я тоже пыталась ходить. Те языки, нужен вам язык или не нужен, это не важно. Главное, вы можете найти там друзей. Да. Так что совет, когда вы приезжаете в новый город, то можете ходить какие-то курсы, не обязательно платные, можно бесплатно учить все самые редкие языки в мире. Очень полезно. Мало ли. Да. Я хотела сказать еще, кстати, по поводу языков. Все учат английский, французский, да, популярные такие языки. Но могу сказать о своем опыте, то что я несколько лет назад пошла учить, мне очень захотелось учить испанский язык. Мне казалось, что такой красивый, я так и была вдохновлена. И я пошла на курсы испанского. И вот что я поняла, так как испанский это такой, как бы популярный, но не самый там такой изучаемый язык, группа собралась очень интересная. То есть у меня в группе была оперная певица, потому что она учила, вот ей нужно, она на разных языках поет, она хотела знать, как правильно по-испански петь. Потом бизнесмен у меня был в группе. Одна женщина, она купила дом в Испании, и она хотела, тоже как-то общаться. Вот. Остальные ребята там студенты были, но все равно уже как компания. И мне кажется, что когда ты учишь какие-то такие языки, как людей, там одно дело, у кого-то интерес лингвистический, да, просто нравятся языки, да. Мне, например, у меня был такой интерес, да, у кого-то практически. И как людей приводит в эту группу, да, кого на корейский может быть вообще. Может быть, лингвисты, а может быть, там люди, которые связаны как-то с этой культурой, да, у них какой-то профессиональный интерес, какую-то социальную такую в обычной жизни, вряд ли вы встретите этого человека там в Тиндере. Да. Согласна, конечно. Это вообще иногда удивляешься, как ты встречаешь некоторых людей и как это получается. Да, это очень интересно, конечно. Философски интересно. Но я согласна с тобой насчет этого, это здорово. Еще, пока ты говорила, я вспомнила о том, что, во-первых, я сейчас живу в апарт-отеле, и там есть тусовка людей. У меня уже столько знакомых, новых подписок в Инстаграме за этот месяц, правда, каждый день почти. Это как вариант, но как раз меня навело на мысль о том, что когда я ездила год назад в Германию, я была в Берлине одну ночь, и, получается, я остановилась в хостеле, в обычном дешевом хостеле, 20 евро за ночь там было, кровать, да,
И когда я пришла после своей одинокой прогулки в хостел, там сидели ребята из разных стран, они меня позвали с собой, ну, и мы там стали все вместе, мы там начали общаться, играть в какие-то игры, и мы так прообщались, у меня самолет был в 6 утра, мы прообщались до 3 утра, вот, не поспали, но это было очень здорово. Я к чему? Я к тому, что на самом деле, даже когда я езжу одна куда-то в путешествие, я вроде как хочу снять Airbnb, потому что это может дешевле и в чем-то комфортней, но с другой стороны я думаю о том, что я действительно могу снять даже еще дешевле какое-то жилье, вот хостел, и там намного больше вероятности, что я с кем-то познакомлюсь. Я сейчас вспомнила, что на самом деле в ту поездку я была еще в Марселе и в Ницце, и там я жила в хостеле, и там я познакомилась с кем-то, с кем потом гуляла по городу. Классно. То есть это отлично. Теперь надо запомнить. Классный совет. То есть, да, находиться в такие места, где есть люди. В общем, не закрываться там в гостинице, в номере, вот, а общаться. Особенно, если есть нехватка общения. То есть мы поговорили про курсы, да, какие-то мероприятия платные, бесплатные, можно ходить. Потом хостелы, да, можно. И какие еще способы знакомства? Ну, Тиндер и Баду. Тиндер, наверное, во всем мире, да, он есть? Да, я думаю, что да. Еще есть такое приложение, называется... Не помню, как называется. Я скину. Да, но оно такое более... Оно такое, я бы сказала, менее романтическое. Да, менее романтическое. Ну, то есть там направленность просто как общение. Вот мне, конечно, в этом есть небольшая проблема, потому что вот я, честно, у меня бывает желание, сейчас нет, но в Москве у меня было желание скачать Тиндер, чтобы с кем-то познакомиться. Но я хотела это сделать просто, чтобы с кем-то познакомиться, пообщаться. Там обычно не всем нравится такая идея, а вот как раз еще одно приложение тебе его скину. Я сейчас не помню, как называется. Да. Короче, Тиндер, Баду, ну, немножко в России другая Баду я не знаю, это русское или не русское? Ну, насчет того, что русское или не русское, не знаю, возможно, да. Но в России почти это международное, да. Вот. Баду, наверное, русское. Да, ну это примерно одинаковые приложения, но в основном там люди ищут знакомств для романтических отношений. К сожалению. Иногда. Иногда, к сожалению, да. Вот, и... еще хотела сказать, что я недавно узнала о таком приложении, оно называется Hello Talk, не слышала? Нет. И вот это приложение, оно прежде всего для того, чтобы практиковать язык. Ну вот если вы учите, например, мы носители русского языка, мы хотим, например, английский, да, подтянуть, то мы пишем, что наша цель английский, да, там, или какой-то другой язык, там можно несколько. Это онлайн, да? Это приложение. Но оно для онлайн общения будет. Да. Но все равно как бы можно потом встретиться же, не обязательно. Можно же онлайн общаться, и потом люди приезжают, студенты мои приезжают, вот часто мы общаемся, встречаемся, снимаем видео. Здорово. Вот, и хорошо, приложение. Следующее, что еще? Заводите свой блог. Короче, заводите свой блог. Вот живой пример. Познакомились через блог, потому что мы преподаватели, у нас есть YouTube-каналы, у нас есть Инстаграмы, да. Мы занимаемся примерно одинаковой работой, вот, и вот на этой почве мы познакомились, встретились, вот сейчас так. Мы вместе в одном городе, да. Когда у вас есть блог, вы... как это сказать по-русски? Короче, вы на виду. Может быть, вы показываете миру, что вы готовы с ним, открыты, что вы открыты для... Вообще вы можете просто идти в кафе, видите какого-нибудь человека, кто вас привлекает, вам кажется, что этот человек интересен, подходите к нему и говорите: привет, давай познакомимся. И все. Ну, конечно, это сложно, но на самом деле иногда это приносит действительно интересные знакомства, а иногда даже какие-то, может быть, знакомства на всю жизнь, либо знакомства, которые как-то очень влияют на твою жизнь. Никогда не знаешь. Никогда не знаешь. Это самый опасный, страшный психологически, способ. Ну, конечно, не для всех. Вот, например, для меня это вызов, челлендж, да. Вот. И для таких людей
хоть мы и выглядим, может быть, такими коммуникабельными, но нам тоже страшно знакомиться. Да, это правда. Мы тоже чувствуем такое волнение. Тут что происходит? Тут утки знакомятся. Да. Пруд. Вот утки знакомятся. Утки Вы тоже не стесняются, знакомьтесь. кстати, да. Так что не надо стесняться. Что еще хотела сказать? Я забыла. Я думаю, что мы назвали несколько основных советов. хороших таких способов. Вы можете их использовать. Вы можете, мне кажется, написать, если вы их использовали, если вам это помогло. И вообще можете нам писать тоже. Не стесняйтесь, мы открыты для общения. Да? Конечно. Спасибо. Я думаю, что мы сейчас закончим видео, потому что уже Очень холодно. Вот. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось наше видео. Заходите к Насте на канал и смотрите там наше другое совместное видео. Все, Да. до новых встреч. Спасибо. Спасибо, Настя. Спасибо, Кристина, Всё. что пригласила. Всем Идем греться. пока-пока. Пока-пока.